Итак, всем привет! Это Варшава, Баба-Рыба. Конец субботнего дня, уже людей поменьше, можно даже что-то заснять. Само мероприятие проходит в спортивной арене, в таком большом спортивном зале. То есть выставлена экспозиция. Здесь какие-то, в этой части тут видно клубы свои производят. По периметру там торговые точки различные, то есть всякие допы, наборы, производители, очень много 72-го именно масштаба, и все, что с этим связано, то есть неимоверно. Сама выставка, это фестиваль вообще очень классная, много очень классных работ, конкуренция большая, интересно все посмотреть, поглазеть. Да и само мероприятие такое воодушевляющее. То есть посмотреть так хочется что-то тоже начать собирать, делать, но пока не выходит, не до этого. Так, ну, в общем, вот так, внешне вот так это все происходит в общем зале. Там еще внизу, там на входе, там еще торговые немножко точек, рядов, где можно тоже наборами там различной химии обзавестись какой-то это. Но в целом неплохо. Вот здесь, кстати, вот в этой части, вот тут все это находится очень много, что связано с картоном. То есть какие-то там журналы, наборы, то есть вот именно кто в бумаге моделирует, вот здесь очень большой, огромный выбор. То есть сейчас уже людей нету, а первой половине тут, можно сказать, не протиснуться. Люди стояли, перебирали эти журналы, то есть видно это. Хотя по экспозиции мне казалось, что в Польше, наверное, бумаги больше выставляют. Но есть работы по качеству очень, конечно, высокие бумаги именно. Так, ну, пойдем тогда снимать немножко экспозиции по категориям. Я, наверное, пройдусь по основным таким: бронетехника, авиация, возможно, фигуры, диорамы, то есть по возможности, а дальше уже, ну, что время позволит и что получится. Итак, мы, получается, сейчас находимся, где бронетехника. Вот здесь все столы до самого конца, тут начинается броня плюс гражданка и по разным номинациям. То есть, ну, разнообразие просто огромное. Ну, вот начнем. Так, это у нас 48-й масштаб. На некоторых работах уже есть вот такая отметочка. Не знаю, что она означает, либо это уже судьи подработали, либо нет. Хотя вроде бы они были, но видел, что люди ходили, там вроде как оценивали работы, записывали, наверное, призовые, но не уверен. То есть это уже было ранее. Тоже 48. То было колесное, а здесь бронетанк. То есть работ много. Пулеметный чек. Этот Шерман интересный. Вот такой вот. Второй. И вот здесь начинается уже колесная и полугусеничная техника в 35-м. 35-й и выше, по-моему, здесь идет масштаб. И вот огромное количество работ, разнообразие. То есть пожалуйста, и 16-й масштаб есть, и 35-й. Нерва.
количество работ, конечно, впечатляет. Разные подходы, стили, подставки, исполнение. Тут же мой пол представлен. Уже покрасуюсь. Масштаб. Такой вот санитарный вылез. И это джип, точно не знаю. Вот такие вот гиганты тоже. И это у нас категория колеса заканчивается, начинается броня, уже гусеничная. 35 масштаб и выше. Опять же экспозиция вся идет. Ну вот. Самое такое 16 масштаб. И королевский. С полным интерьером в 16 масштабе. Очень много работ. Вот прикольная сценка. Метла как будто отгоняет, прогоняет, не пройдешь. Титанкрат 35. Видно, заходит, надо свой делать. И, видимо, можно приезжать в Польшу. Как раз отмечают так. Огромное количество работ. Честно говоря, даже особого опыта нету съемок подобных. Ты аж глаза разбегаются, даже не знаешь, на что, куда сфокусироваться и как вести камеру на самом деле. Чтобы это все показать. Интересно. Там интересно. Инженерная техника. И начинается вот гражданская. Ближе к концу стола. То есть начинаются гоночные, мотоциклы. Там спецтехника и мотоциклы.
12 масштаб. Все яркое, глянцевое, блестящее. Дальше категория автомобилей. По сути, это автоглянец. Дом на колесах с трейлером, там с интерьером полным. A stwierdzili, że jak jest samochód, to modele podobają. Dokładnie. No chyba, że któreś z tych wyścigówek właśnie też jest. Здесь вот такой вот бусик. No ten jest Причем naprawdę... вот приложено, то есть видно фотографии подобного, как делалось. То есть можно увидеть приложено, то есть как видно полный самодел. I te gumy mi się podobają. Nie wiem, co to jest takie przejrzyste coś. A, faktycznie. Muszę mieć potężny moment na tym, jak oni próbują to przy... Тут же в этой категории я заявил своего. Jeszcze chcę jechać, to przecież to mi wyginie. А дюймашенька так стоит в уголочке. Можно сказать. Мотоциклы. Немногочисленно представлены, буквально 4 работы. И все. Категория мотоциклов закончилась. Дальше категория гражданской техники. То есть тут уже всех мастей. Глянец, не глянец. Такой Петербилд от Тревела в 24 масштабе. Такой вот малыш в 72-м. Панамака 100, такое вот исполнение с самодельными приделками, то есть исполнение. Здесь такая продажа овощей и фруктов в 72-м масштабе исполнен. Разгрузка угля. Погрузчик от Гичко Models. Хорошо исполнен. Одно только, не знаю, может как-то замечание или нет, вот эти уши, которые в конце, это на гражданских машинах отсутствовали, это сугубо военных крепились специально для разгрузки, погрузки, такое делалось. Специально по запросу военных. D8, вот недавно, что мы на YouTube рассказывали, говорили с Андреем. Вот он тут на выставке есть представлен. Трактора у нас представлены. И мой тоже тут выставлен. Ну, здесь категория фантастики представлена различными. Как видим, тут
Warhammer, Звездные войны, вселенная Mad Макса. Имперские кулаки. Jeden bez. Jak samolot, to z wszystkich. Jak Здесь он такой с подсветочкой. Что такое? Trzeba po prostu inaczej. Swoje kartony, swoje propozycje. Опять же Warhammer. Więc Это вот вселенная по Первой мировой, там где с шагоходами всякими подобными. Это вот Mad Max. Такая интересная работа. Zróbcie to z tej kategorii, tak, bo to są jesteście. Опять же Warhammer в очень маленьком масштабе. Подборка небольшая этих яйцеподобных. Розовая пантера. 16. Так, эта категория, даже не знаю, сам не смотрел, по-польски, выставила. Непонятно на самом деле, что за она. Так, раздел 72 масштаба. Это артиллерия категория. Все, что с ней связано. Шилка. Трумпетер. По-моему, трумпетер же не делает шилку. Это интересно, необычно. Надо будет загуглить, действительно ли это так. Насколько я знаю, это драгон и переполковка звезды. И сейчас Zimi Models также выпускает. No to też zrobię. Обезьянки. Опять торговля овощами, фруктами. To jest następny. A czarno-biały. Maskę gazowe, żeby podać. Stalker. Chcesz obejrzeć? Мини-дог. Это у нас диорамы начинаются. Jeśli chcieliście znać. Диорамы представлены в разных масштабах абсолютно. Тоже исполнение с разных уровней, направлений, подходов. Вот это что такое интересное. Непонятные человечки, не человечки даже. Может, утки с носами такими. Шерман.
ВВ Скарпа. Очень много мелких таких деталей интересных там. Всякие ценности. Предметы искусства. Здесь на скаку набегают. Это уже африканские какие-то. Динозавры. Титанкрат. В 72-м вообще, конечно, малышом, но интересная работа. Огромное количество фигурок различных. А вот здесь категория коллекций. То есть какой-то определенной тематики несколько работ. Вот, подводные лодки. 350. Сотый масштаб. Звезда. Сто десятый. Компания яйцелетов. Прям стимул хороший такой, свой закончить. Формула. Там непонятно, что это такое. Двадцать первый ник. Коллекция спидфайров. Категория вертолетов. 72 масштаб. Немногочисленные. Ну, вертолеты в целом немногочисленные всегда.
Дальше 48 масштаб. Ми 4 такой на погрузке. Фотография. Еще один Ми 4, Ми 1. Большой же масштаб. Здесь авиация в больших масштабах. Современная у нас представлена. И периода Второй мировой. МиГ-3. Так, главное обойти, не зацепить ничего, аккуратненько. Здорово. Честно, много времени прошло. Современная авиация. 48 масштаб. Вот этот очень интересная окраска такая вот, исполнение интересное, необычное в том плане, что насколько переданы вот эти все эффекты, то есть камера, возможно, все равно не так передает это вживую, то есть как именно когда ты смотришь глазом, такое ощущение, что действительно как будто металл на столе выставлен, на котором краска находится. То есть на фоне вот просто окрашено как бы совершенно как будто на другом уровне. Еще крепость. В 48-м, конечно, большой, огромный он. И поршневая уже. Лайтинги.
И авиация 72 масштаб. Авиартика СССР. Интересная работа. Море, конечно, немножко не совсем естественное, это, то есть такое на гладь, наверное. Как будто немножко для оживления чуть-чуть не хватает это. Но в целом смотрится неплохо, да и сам самолет очень интересный. И в целом, как и исполнение достаточно очень хорошее. Цепляющая работа, такой взгляд именно притягивающий. Ну, 72 масштаб. 72 масштаб, как я понимаю, в Польше очень любят, потому что много как бы и авиации, и техники. С учетом того, что вот продается именно не только различные печатные наборы, там именно техники самой. Впрочем, огромное количество допов, фигур и вот все, что с этим связано, именно в 72 масштабе. Spitfire, разведчик в розовом цвете, такой легко-розовый, ну, он, можно сказать, бледный, то есть почти как белый, хотя такой должен быть чуть-чуть розоватого оттенка. Это уже 144 масштаб. Военная техника. 144. Ой, техника. Авиация 144. $350. И гражданская 144. Вот это интересный подход. Эти мармеладки. Эти же мармеладками взлетное поле усеяно. Реклама. А здесь категории представлены именно в различных масштабах фигуры и бюсты.
Тут я думаю, этого персонажа многие знают. Tutaj kola. O, tutaj jest magiczne. Tak, tak, tu zostawiamy chyba. Kawę rakietą. A to jest? To jest Scavenger? Nie mam pojęcia. To Wygląda jest... jak Scavenger. Znaczy... No wiesz czego to jest. No, o, zrobię zdjęcie. Tam w ogóle jakiegoś coś dziwnego cud odrodzenia. No tak, też na to zwróciłam uwagę. To jest jakieś takie zielone cosie. Weird Ghost. To chyba jest jakiegoś czegoś, czego nie znam na naprawdę. Który to Warhammera będzie, bo ciekawe, że ten krasnolud był albo zdobyczna, albo tam samochody na stronę chaosu. Tam chyba jakiś, to nie alien, tatkiem była i takiego, takiej, no, To chyba nie jest ten alien, ale... jest jakiegoś innego uniwersum. Czekaj, Бюсты. no i to jest alien? To jest alien chyba, faktycznie, no masz rację. Конечно, фигуру тяжелее снимать, в отличие от техники, потому что фокусировка так и дело сбивается, потому что пытается выхватить разные позиции, потому что попадает множество сразу в кадр. Ni humanoidalny, ni nie. Ciekawy model. Такой тоже подход в виде выпуклого рисунка. Там вот как будто вообще такой объему 2D придать. Zwraca honor. Ładnie. I z daleka nie widać. Nie widać, trzeba się przyjrzeć. Tak. Trzeba się przyjrzeć, podejść bliżej. Rzeczywiście jest ładna. Myślałem na początku, że to jest fajne. Jest, ale nie na tyle. Z każdej strony jest takie samo. Tak? Aha. Jak tam się przyjrzałem, tak. Ja tylko jedno. Так, еще категория Open открыта. Это категория то, что не подходит на усмотрение авторов под имеющееся свободное, то есть можно было вот заявиться. То есть, тут фигуры, бандай, то есть, ну, опять же, на усмотрение любого из авторов. Да, надо сказать, что вот эти отметки все-таки это награды уже, которые работают, которые получили, то есть в категориях какие-то призы. Вот можно видеть, что в Open D7 получил приз. То есть заяви сюда свой, можно было вполне уехать с наградой. Дальше у нас будет Т-72 масштаб. Огромное количество работ.
какие-то работы уже отмеченные, то есть видно какими-то производителями, какими-то плюшками в виде фигурок смоляных или 3D печатных. Такой мостоукладчик. Такой вот как бы пораскисший снега, но вживую очень неестественно смотрится. Но все равно за смелость автору плюсик, за попытку сделать, передать. Бронячок у гостя. Надо сказать, в Первой мировой не так-то много. В целом работ как бы. Дальше у нас категория флота идет. Даже с фигурками. Вживую кажется вообще как будто незаметны. Причем это был 700-й масштаб. И вот такая огромная семерка. Так, сейчас пойдем поснимаем другие категории. Сейчас я перешел к категории бумаги. Бумаги на самом деле в этом году здесь не очень много. Я ожидал большего. То есть до конца стола там, вот надо сказать, с бумаги вот такой вот пулемет 1 к 1. Дальше бумажные работы. Блескается. Ну, наверное, из всех бумажных кораблей мне больше всего с транспортом понравились. Звездные войны, Warhammer, вот. Kolegi z Litwy. Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Buczak, będę Państwu jakoś odmilał ten dzień wspólny. Witam wszystkich na naszym
Międzynarodowym i Ogólnopolskim Festiwalu Mapariba 2025 na święcie małych rzeczy, które precyzyjnymi dłońmi żeśmy zbudowali. I chciałbym Państwu powiedzieć od razu, zaprosić, ponieważ o 10:30 odjeżdża autobus historyczny Ikarus sprzed przystanku tutaj po lewej stronie od wejścia. O 10:30 można się historycznym środkiem transportu stołecznego również, ale miejskiego w wielu miastach w Polsce przejechać. To już jest super okazja i super sensacja, więc zapraszamy na 10:30. Natomiast chciałbym powiedzieć Państwu, naszym miłym, sympatycznym i wspaniałym gościom, że obradowały komisje, już są nagrody, już są nagrodzeni, już są listy nagrodzonych, więc proszę Państwa, będzie się działo, będą niespodzianki, będą... Бумаги особо ничего не понимаю, но хорошее исполнение очень впечатляет. То есть, вот мне лайтинг понравился со штукой следующей. Zbliżyli się do modelarstwa, do podziwiania tych wspaniałych prac, które koledzy swoimi zręcznymi, jak powiedziałem, wykonali. Proszę Państwa, tyle kontaktów i ze mną na początek, a będziemy się komunikowali. На этом бумага закончилась. Не очень много, то есть я ожидал больше. Сегодня уже это воскресенье, второй день, экспозиции меньше, с утра людей мало, то есть очень хорошо можно поснимать. В принципе, уже вечером вчера неплохо, что я начал, а сегодня уже продолжаю. Ну, вот еще тоже клубы выставлены, клубами выставлены свои работы. się różnić jak to za ceny. Wiesz o co chodzi. A teraz tak samo. Na tej czerwonej... Ale jaki pomysł taki wiesz? Вот коллекция вертолетов. Семьдесят второй масштаб. Jaki galerii wystrzelił tego dzika. Z tym dzika Так, а сейчас нахожусь на стенде мини-арта, где представлены их наборы, и также можно увидеть новинки. То есть уже в готовом исполненном виде. Различные дополнения, наборы.
Вот недавние новинки в виде Pum. И вот приятная неожиданная новиночка Форсен тракторочек. То есть то, что не вошло в каталог на этот год, но оно выходит. Так что в скором времени появится в конце лета. Так что можно ждать, заказывать и собирать. Вот кухня недавняя. Сегодня будем Ура! Индустриальный. Новинка прошлого года. Вот такой вот Chevrolet. РСОшка. А вот наоборот уже нет. Вот выставка закончилась, то есть уже все, люди собираются, расходятся. Есть было именно награждение, то есть награждали детей, спецкатегории, которые были представлены на выставке отдельно по каким-то событиям. Ну и плюс различные спонсоры также от себя выбирали какие-то понравившиеся им работы, соответственно, вручались призы. То есть мероприятие закончилось. Было здорово поучаствовать, посмотреть на проведение его, то есть сами работы, чем соседние Польши моделисты дышат, и также кто еще рядом с других стран приезжает. В целом очень понравилось. То есть мероприятие хорошее, то есть стоит выбираться, именно приезжать, потому что все равно работ достойных много, интересно посмотреть, что-то подчеркнуть интересно. В этот раз я без наград, тракторочки остались без призов, ну ничего, не унываем, живем, работаем дальше, делаем новые трактора, будем выставлять. Кто знает, может снова еще удастся приехать не только на Бабу-Рыбу, но и на другие мероприятия, которые проходят не только в Республике Беларусь. А через неделю выставка в Минске. Готовимся к ней. Все, всем удачи.